Всем привет! С вами Карина Загоскина, королева зефирных цветов. Итак, сегодня у нас эфир будет домашний, так как у меня уже стартовал мой первый поток нового уникального онлайн-курса, поэтому мне не нужно быть красивой и завлекать вас на свое обучение, хотя вы, конечно же, можете еще пока попасть на него, так как у нас эта неделя организационная, и можно успеть сделать все домашние задания, которые были на этой неделе для моих студентов, так как они были очень простые и очень доступные. А с понедельника мы уже стартуем по-взрослому. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира – роза в коробочке. То есть мы будем делать сегодня большую розу, которая поместится вот в такую вот большую коробочку. Так как у нас накануне День учителя, и не все могут преподнести по целому зефирному букету каждому преподавателю, прекрасная альтернатива подарить по коробочке, по цветку в коробочке из зефира. То есть у нас будет сегодня большая пышная роза. Для розы нам понадобится насадка 201. Это прямой лепесток розы с выходом 3 сантиметра 4 миллиметра. Для тех, кто видит меня в первый раз, я немножко расскажу о себе. То есть зефирной флористикой я занимаюсь. У меня шершавая стала майка. Зефирной флористикой я занимаюсь уже почти 3 года. Первый год я работала на заказ, второй год я стала учить очно, и вот третий год я придумала, создала уникальный онлайн-курс, который позволяет вам получить качественнейшее обучение, и не только зефирным цветам, а зефирные цветы у нас просто предлог, как с помощью зефирных цветов достигать своих целей, сбывать свои мечты. То есть кто понимает, о чем я говорю, да, что мечты – это то, ради чего мы живем. И не всегда мечты сбываются, и так, чтобы они вероятнее всего сбылись, мы будем учиться делать красивые цветы, рассказывать о себе с помощью этих цветов всему миру и получать, помимо восторженных отзывов и похвал, еще и повышенный интерес и желание наши цветы купить, продавать наши цветы за действительно их настоящую стоимость, понимать, что они имеют ценность, и, соответственно, получать за них вознаграждение, и на это вознаграждение вознаграждать себя еще раз, делая наши мечты реальностью. Вот так вот сложно, витиевато, но зато очень приятно. Итак, почему же я королева зефирных цветов? Я не просто так себя называю, я автор цветов в натуральную величину. То есть я делаю вот такие огромные пионы, они даже, мне кажется, больше, чем живые настоящие пионы. У меня этот букет был создан для фотосессий, он у меня находится не упакованный, он все время подсыхает. Подсыхая, зефир чуть меняет свою форму, поэтому между цветочками сейчас промежутки, мне нужно его пересобрать, чтобы он выглядел красивее, но мне до него не доходят руки. Поэтому показываю его вот так вот вам, пока еще в таком вот несовершенном виде, но чтобы вы понимали, вот размер букета, это 45 сантиметров, это букет, состоящий всего-навсего из 7 цветов и 6 бутончиков. Здесь 2 взрослых замеса зефира всего-навсего, прекрасная экономия времени и не передаваемый ни с чем вау-эффект, когда человек получает такой букет, даже когда заказчик платит вам деньги, а потом ему привозят вот такой, он не ожидает увидеть вот такую красоту. Я автор вот такой вот уникальной лилии, которую сейчас потихонечку уже начинают делать и мои студенты, и те, кто очень внимательно смотрит за моими эфирами, пытается перенять каждый нюанс из моих бесплатных эфиров. У многих это получается вполне даже успешно. Вот такие шикарные лилии, они объемные, они большие, зефирные, очень ароматные. Такой вот прекрасный, прелестный букетик. Шикарно смотрится.
Естественно, я автор своего рецепта зефира. Он у меня мало сладкий, меньше агара на него уходит. Его можно делать на любом варенье, хоть на покупном, хоть на домашнем, хоть на только что сделанном, хоть на пюре. То есть у меня абсолютно универсальный рецепт, который можно сделать еще с агаром любого качества. Он сработает великолепно, у вас получится прекрасный, упругий, очень вкусный зефир, что немаловажно. Это очень коммерческий рецепт, в то же время очень домашний. Вот, покажу покрупнее пиончик. Вот такой вот он огромный. С половиной моего лица. То есть это шикарный большой цветок, который даже не поместится вот в эту коробку. Он в нее не входит. Видите, он больше, чем эта коробочка. Коробочки под этот пион, под эти пионы я еще пока не нашла. Вернее, не заказала. Да, мы сейчас, наверное, подвисаем. Сейчас, секундочку, я выскочу на секунду из эфира. На всякий случай, есть ли у меня, включен ли у меня VPN? Нет, VPN не включен, поэтому если кто-то зависает, выходим из эфира и заходим снова. И тогда у вас все прекрасно будет показываться. Итак, еще раз повторяю, тема сегодняшнего эфира — большая роза для вот такой коробочки, то есть это штучный цветок. Делать мы будем ее насадкой 201. Кто хочет научиться делать цветы такого, ну как бы достичь такого мастерства, что можно будет делать у вас цветы по фотографии живых, можете еще пока успеть ко мне на онлайн-курс, который отличается от остального обучения онлайн тем, что постоянно я и мои преподаватели, помимо меня, то есть у меня курс 5 в одном, то есть у нас зефирная флористика, кремовая флористика, у нас курс по CMM, то есть упаковка вашего профиля в Инстаграм и ВКонтакте, правильное ведение, фотография дома на домашний телефон, так, чтобы максимально выгодные ракурсы подбирать. И это не так, что вам прочитают просто лекцию и справляйтесь с этим как хотите. У меня под каждое задание отдельная лекция, то есть вас ведут за руку, и даже женщин, которые там в возрасте не готовы, были не готовы, вернее, не умели делать эти все вещи, мы учим всех, мы делаем всех зверюгами, просто зверюгами продаж. Плюс у нас есть еще обучение продажам, то есть я в комплексное обучение создала для того, чтобы вы выходили профессионалами, действительно профессионалами с обучения. Чем плюс онлайн? Тем, что у вас есть время, то время, которое вы можете выделить в ресурсное свое, на отработку техники, на разбор материала. То есть вы можете по 100 миллионов раз смотреть эти ролики, повторять нужное количество раз упражнения. В общем, все это заточено под вас, под ваше индивидуальное фактически обучение. Наташенька, привет! Ты была сегодня на Катином эфире. Вот я сейчас просто пропустила эфир моего спикера, которая сегодня учила и фотографии, и оформлению соцсетей. Расскажешь мне потом. Ну, можешь пару слов здесь. Так. Итак, погнали. Про курс я рассказала все, что могла. Если хотите попасть ко мне на курс, заходите в Pecorino School, в мой профиль, в профиль моей школы, и пишите туда в сообщение имя и фамилию и номер телефона, и там сколько стоит курс, или хочу я на курс. У нас сейчас индивидуальная программа входа в обучение, очень гибкая система ценовой политики, поэтому приходите, мы вас очень приятно удивим. Итак, что мы с вами сегодня будем делать? Зефир в классической технике для того, чтобы сделать большие красивые розы. Итак, первое, что мы делаем, это взвешиваем воду и насыпаем, тоже взвешиваем в ковшик агар. Что это у нас тут? Агар. Взвешиваем все это на весах и отправляем на плиту. Воду и агар, больше ничего.
Я сделаю сегодня сейчас большой замес, так как у нас будут большие розы. А у вас в рекламном посте будет рецепт половины от этого замеса, чтобы вы смогли справиться. Все отправляем. Перемешанный тщательно агар с холодной водой на плиту. Берем чашу миксера. И сюда отвешиваем белок. И я на домашнем яблочном варенье буду сегодня делать. У меня сварено было варенье, 2 части, вернее вру, 5 частей яблок, 1 часть сахара. Это все было доведено до кипения, все яблоки размягчились, и я это все охладила и заморозила порционно. Перед тем, как делать зефир, я все это пробила блендером и протерла через сито. Так как эту начинку я буду использовать, вернее, так как это варенье я буду использовать не только для зефира, но еще как начинку для меренговых рулетов, для тортов, поэтому сильно сладкую я ее не делала, и поэтому я немного добавлю еще сахара в чашу. Так, включись. Потому что не сладкое пюре взбивается хуже, чем сладкое. А это у нас не то чтобы не сладкое, оно мало сладкое. И еще, эти яблоки у меня не кислые. Яблоки у меня были что-то типа голден. Поэтому я маленькую щепоточку лимонной кислоты туда добавляю. Для того, чтобы была небольшая кислинка. Все. И совсем чуть-чуть сахара. Сахара я добавлю 20 граммов. Этого делать не обязательно. Если вы делаете на обычном варенье, где хотя бы 1 часть сахара и 2 части фруктов там или ягод, просто это у меня мало сладкое пюре, там 1 часть сахара всего на 5 частей яблок, поэтому я чуть-чуть добавляю сахара, потому что сладкое пюре, оно быстрее взбивается и лучше. Если висим, выходим и заходим. Так, где мой венчик? Я на эфире работаю медленно, я ставлю миксер на подогрев. У кого Kenwood Cooking Chef, ставьте на 65 градусов. Я взбивать начинаю сразу на 5 скорости. Наконец-таки я научилась включать свой миксер. Оказывается, нужно просто включать заднюю кнопку и ждать, пока миксер включится. А я нажимала заднюю кнопку и начинала тыкать на этот, как его, господи, боже мой, на кнопку включения. Выставляем температуру и скорость. Пока мы с вами разговаривали, у нас закипел агар с водой. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Смотрите, какой он густой, видите, гель. И в этот густой гель мы теперь добавляем сахар. Еще раз повторяю, рецепт с циферками будет у вас в рекламном посте. Сейчас смотрим просто технологию. Насыпали сахар, перемешали и опять ставим, если у вас ковшик толстостенный, стенки толстые, ставим на полную мощность. Если же у вас у ковшика тонкие стеночки, вот как, например, у такого ковшика, он вообще тонюсенький, тогда нужно варить на средней мощности, не выше, иначе у вас все подгорит.
Карина отлично выглядит, и чаще балуйте нас эфирами. Я стараюсь как можно чаще. Я сегодня была в горах, мы сегодня поехали. У меня вот возле дома, я гуляю со своей собакой вдоль реки, я собираю по 5-6 килограмм грибов. Каждую свою прогулку. Но сегодня мы решили по-взрослому съездить за грибами. Мы взяли машину, собрали друзей, поехали за грибами. И что-то в последний момент мы решили поехать аж в Эльбрусье. Ну и что вы думаете? Мы собрали 2 гриба. Там было целый месяц 40 градусов, было очень сухо и мало дождей. Здесь у нас повлажнело, дожди пошли, грибы пошли. При Эльбрусе, в самых экологически чистых местах, где есть только белые грибы шикарные, грибов пока нет. Мы собрали 2 масленка. Очень сильно устали, кое-как доехали обратно, что очень долго катились. Но зато посмеялись, пошутили, познакомились с новыми людьми, посмотрели на красоты гор наших великолепных и очень сильно устали, поэтому у меня сейчас едва ворочается язык. Подскажите, пожалуйста, поточнее, где найти ваш рецепт, который используете. Мой рецепт будет в этом марафоне, в рекламном посте, либо сегодня после эфира, либо завтра, потому что я еще новый рекламный пост не писала. Добрый вечер всем. Прослушала, что будем делать. Мы будем делать штучную розу, большой цветок розы для вот такой вот коробочки, чтобы наши заказчики могли подарить таких коробочек всем учителям своих детей, ко дню учителя, грубо говоря. Ну и вообще такой неплохой сувенирчик. Вы можете использовать такие цветы, дарить их своим клиентам, которые будут заказывать там большой торт, например. Или как просто дополнительные, как бы, если человек сомневается, букетом дороговато, можете предложить ему попробовать один цветочек, и потом уже сделать какой-то вывод и решить, стоит ему заказывать у вас букет или нет. Все, у меня закипел сироп, я убавляю мощность на среднюю и прибавляю скорость у миксера на максимум. Сейчас я вам все покажу поближе. Вот у меня сироп. Он еще не готов. Готовность мы определяем, поднимая венчик. Если с венчика тянутся сопли, значит сироп готов. Здесь тоже у нас пока только мягкие пики. Вокруг венчика появляются облачка. Это мягкие пики. Это еще рано, поэтому мы прибавили скорость. Пока еще взбиваем. Что вам еще необходимо? Да? Нам необходима подставка для гвоздика, сам гвоздик диаметром 7 сантиметров. Также нам понадобится, я беру канцелярские бумажки для записи, то есть это стикеры без клея. Отлично, мне нравится, очень удобно, резать не нужно. Сейчас, секундочку, я возьму большой мешок. Мне понадобится большой мешок для зефира. У меня сегодня полный замес. Также мне понадобится теплый мешок, чтобы зефир не остывал. У меня есть рецепт зефира для духовки заварного, но мне все равно не нравится заварной зефир, потому что объем зефира получается меньше, цветы тяжелее и плотнее. Зефир заварной, по мне, хорош для мелких деталей, для тычинок, пестиков, каких-то маленьких листочков, когда нужно долго возиться, чтобы зефир не застывал, вот заварной шикарен. А для больших вот таких вот шикарных цветов нужно, конечно же, более пышный зефир. И тем не менее, мой зефир не пенистый, он хороший, приятный, упругий. Все с ним хорошо. И самое главное, он мало сладкий. Так, отлично.
у нас подходит готовность. Смотрим на сироп. Вот, видите, он у нас начинает слегка желтеть и становится более прозрачным. Если мы поднимем венчик, то уже вот такими соплями у нас стекать начинает наш сироп с венчика. Вот такие ленивые капельки, за которыми тянутся ниточки. Дальше мы смотрим чашу миксера. Здесь еще пока уже начало, скажем так, жестких пиков. Уже начинают появляться у нас ямочки, но очень редко и очень мало. Ждем ямочек. Размер теплого мешка подскажите, пожалуйста. Знаете, это нужно под ваш мешок. Ну, как бы вы должны купить многоразовый мешок, который стирается. Вот типа такого. И по его размерам сшить из одеяла ваш мешочек. Вы из карамели цветы делаете? Вы знаете, честно, ни разу не пробовала. Я из карамели делаю елочные игрушки. Думаю, что цветы делать проще, потому что игрушки елочные делают методом выдувания. Это он более сложный. Все, сироп полностью готов. Здесь у нас хорошо уже взбилась масса. Уже начали появляться ямочки. Вот они. И мы сейчас будем вливать сироп. Это у меня будет мыться ковшик, а здесь у нас взбивается вся наша масса. Ждем. Вот, видите, вокруг венчика опять начали появляться ямки. Масса такая горячая, что камера запотевает. Вот они, ямочки. Начали появляться ямочки, значит, у нас зефир готов. Сейчас я буду перекладывать его в мешок. Ага, и нам, наверное, для основания розы, я тоже сделаю розу. Можно просто срезать кончик мешка, а я сделаю с помощью вот такой насадки. Ставлю ее в мешочек. Все, зефир зафлопал. Посмотрите, какой он стоячий. Видите, какой стоячий зефир? Ничего никуда не гнется. Никуда ничего вообще не валится, не тянется.
он стоит полом. Это идеальный зефир для роз. Собираем зефир в кучу со стенок быстро-быстро, чтобы на стенках он не остыл. И перекладываем в мешок. Это большая порция зефира. Ее можно отработать только имея хороший навык, да, быстрой работы. Если работаешь быстро, такое количество зефира отсаживаешь совершенно спокойно. Если у вас пока нет такого навыка, не рискуйте. Делаем половинку. Рецепт будет дан наполовину, как раз таки вам. И рецепт будет в рекламном посте следующем. После этого эфира. Так, я не помню, куда я дела зажим. Сейчас я за ним схожу. Вставляем сначала зефир в насадку трубочка. Берем на руки кошечку. У меня одна кошечка на футболке, вторая рядом. И начинаем отсаживать заготовки. У меня есть вот такая вот плюшечка специально для того, чтобы пачкать гвоздь. Как мы отсаживаем заготовку? Не касаясь поверхности, отсаживаем вот такую хорошую толстую елочку. Основание такой конус. У нас цветок большой. Нужно не переборщить, чтобы наш цветок поместился в коробку. Вот такие вот конусы основания для наших штучных больших роз. Так, сейчас я комментарий ваши не вижу вообще, потому что у меня светлый стол и буковки белые. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Думаю, достаточно. Все, меняем насадку. На прямой лепесток розы у меня он большущий, 201. И возвращаемся к самому первому конусу. Так, быстро гляну, что вы тут пишете. Пока ничего, просто здороваетесь. О, боже мой, даже рассмотрели то, что у меня котики на тапочках. Потрясающе. Причем я не любитель кошек. Итак, у меня уже этот конус подстыл. Вот, за него уже можно браться руками. У меня помощница там лежит. Все, теперь начинаем. Первое, что мы сделаем. Первый вариант я вам покажу. Для самых продвинутых мы делаем прям такой завиточек. Мы ставим насадку вертикально
Прижимаем пяточку к конусу, где-то на 2/3 мы опускаем, а 1/3, вот эта верхушка, торчит у нас над конусом. И начинаем оборачивать конус. У меня здесь зефир застыл, пока я с вами болтала. Оборачивать конус таким вот завиточком. Сейчас, секунду, попробую протереть. Вот наш завиток. Дальше делаем 3, а можно и 2 лепестка вокруг. Примерно такой же высоты. Вот таким образом. Теперь перекрываем стыки лепестков, то есть в шахматном порядке. Уже 3 лепесточка делаем. Рвется зефир, потому что подстывает. Дальше у нас получается роза с талией, но у нас роза должна быть широкая. И у меня здесь коварный замысел. Я хочу выдавить весь зефир, который в насадке застыл. Поэтому я делаю толще основание. И все. И начинаю спускаться по этому основанию вниз. От середины предыдущего лепестка можно 1/3 захватывать. С каждым рядом ваш лепесток должен быть длинней. Блин, ни черта не видно. Очень сильно блюрит. Такая большая, пышная, раскрытая роза получается. Мне очень не нравится. Сейчас, подождите, я попробую выключить этот свет. Может быть, будет лучше видно. Так, мне хочется розу сделать пошире, поэтому я основание ей увеличиваю. И начинаю делать лепестки, которые шире, чем предыдущие. Дальше раскрываются. Вот такая большущая, широкая роза. Это один способ, когда у нас верхушка очень высоко, она выше, и роза у нас вот такая, блин, чуть не упала. Вот такая большущая. Так, следующий вариант. Мне эта роза, кстати, не очень нравится. Я увлеклась, и надо было делать немножко по-другому. Я просто увлеклась тем, что вы видите, а что вы не видите. Потому что у меня много источников света, и как бы отблеск идет. Если у вас не получается завиток, то вы можете делать коротенькие лепесточки, которые друг друга просто перекрывают. Вот таким вот образом набираем серединку. И начинаем набирать розочку. Можно опускать лепестки аж прям до основания. Тем самым вы это основание все время расширяете. И вам не нужно будет накручивать дополнительный зефир на него, а просто и вести до гвоздя. Видите, куда лепесточек уехал? От середины предыдущего лепестка. Плавно-плавно мы опускаемся вниз. Тогда роза получается более компактная, что ли. Вот, получается вот такая вот красивая роза. Я сейчас ее затонирую, и ее будет лучше видно. Главное, чтобы наш хорошо был прикреплен конус. Так, здесь опять мы делаем завиточек. И можем опять вот увести прямо вниз. Сделаем 3 лепесточка, которые тоже идут вниз.
И поехали опять, лепестки уходят вниз. Все время до гвоздя. Начинаются они сверху, от середины предыдущего лепестка. И уходят в самый низ. Ваша пяточка, вот эта, должна коснуться гвоздика. Вот такая роза получается. Очень естественная. Натуралистичная, я бы сказала. Опять показываю вторым способом. У кого не получаются завитки, можно делать коротенькие вот такие лепесточки. Просто несколько лепесточков вокруг верхушечки. Тоже получается очень красивая серединка. И уходим вниз. Обратите внимание, что я не кручу запястье. Если вы видели другие видео, там делают розу вот так. Вот такую вот розу с такими лепестками вы никогда не сделаете, крутя запястье. Когда вы крутите запястье, у вас лепестки вообще неуправляемые совершенно. Они куда Бог пошлет, туда и ложатся. И розы получаются у вас капустами. У меня все основывается на правильной постановке рук. И когда вы знаете, как правильно поставить руку, от этого зависит и правильно выходящий так, как вам нужно, лепесток. И именно благодаря этой базе, которой я учу у себя на курсе, вы можете одной насадкой сделать до 20 цветков всяких разных. Именно потому, что вы знаете, как руку повернуть, чтобы ваши лепесточки были именно такими, какие вы хотите. А не вот что вышло, то вышло. А еще раз повторяю, я на своем обучении даю вам удочку. Я не скрываю никаких секретов. Ничего не утаиваю. Поэтому у меня после моих очных курсов самый большой процент студентов, которые потом, после того, как начали успешно делать потрясающе красивые букеты, они начали преподавать. У меня был пост про 3 девочек, которые как бы ярче всего, и я их вижу чаще всего в ленте. Но я, к сожалению, не подписана на всех своих студентов, а у меня их 320, тех, которых я всего-навсего за 9 месяцев это количество научила очно. И наверняка есть еще девчонки, которые просто скромничают и не говорят о том, что они обучают. И не так ярко светятся. Почему это произошло? Потому что, и заметьте, у них нет шаблонных работ. То есть, если вы посмотрите на работы моих студентов, у них нет одинаковых цветов. И даже на меня похожих нету. Потому что они раскрыли свой потенциал. Они стали делать то, что им по душе, что им больше нравится. И это очень важно. Просто архиважно. И я считаю, что это самое лучшее, что может быть, когда человек начинает творить именно так, как он хочет и так, как он видит. Все, у меня закончился зефир как раз. И у нас 1, 2, 3, 4, 5 роз готово. 6-я роза инвалид. Я смотрела не на нее, а на то, как ее видно на камеру. Вот, поэтому ее можно исправить, ободрать эти листики. Вот, посмотрите, какой шикарный зефир. Только он еще не застыл окончательно. Вот он такой упругенький. Вот у нашей прекрасной розочки. Вот так он ломается. Вот все равно прям ореол от белого отсвечивает жутко.
Не знаю мне, что делать с освещением, я замучилась. И так подбирала, и сяк подбирала. Вот, я розочку ободрала. Ее можно будет исправить. Так, сейчас мы розы потонируем. И тогда все сразу будет видно. Так, тонировать мы будем. Ну, розовые розы, естественно, да, розовым и чуть-чуть желтеньким. Итак, берем розочку аккуратненько и серединку издалека пшикаем розовым красителем. Именно берем в руку, ни в коем случае ее не нужно на гвозде тонировать, потому что она у вас 100% упадет. И желтеньким по краям проходим. Ой, это у меня не желтенький, это светло-желтенький. Такая вот розочка. Здесь вот хочется потемнить. Во фронтальной камере видно не очень хорошо, поэтому я сейчас, когда закончу красить их, я вам потом все это покажу, переверну камеру. Вот видите, какая розочка. Так, краситель на исходе розовый у меня. Так, это съедобное, да, это съедобное. Сильно, да, отсвечивает, согласна. Из какой ткани мешок? Я шью мешки из одеяла. Так, отсвечивает очень сильно. А можно узнать пропорции для сухого красителя. Вы окрашиваете просто крахмал до тех пор, пока он не будет нужного вам цвета. Пропорций там нет. Но могу вам сказать следующее. Все равно этот крахмал окрашенный, господи, как его, топ-декором, там любым водорастворимым красителем, он все равно будет окрашивать руки и язык. Он будет более таким ядовитым. Сейчас мне придут красители полностью натуральные. Я их протестирую и буду уже, я думаю, с удовольствием хвастаться и рекомендовать их вам. Очень хорошие. Я предполагаю, что это очень хорошие красители будут. Я, по крайней мере, на это надеюсь. И моя мечта о том, что у нас полностью натуральный будет зефир, вообще без малейшего добавления химии. Просто все равно краситель пищевой, он тоже химический. Здесь пигмент химически синтезированный. Вот чем хороши красители китайские, вот эти сухие, тем, что в них очень мало пигмента. Они хорошо работают на влажной поверхности, то есть на креме, на зефире свежем. Вот. Но они совершенно не могут окрасить, например, вот в массе, да, допустим, нужно высыпать весь тюбик, чтобы получился нежно-нежно-розовый. Они именно рассчитаны на окрашивание на поверхности. И они не красят ни руки, ни язык. Они, то есть, очень мало пигментированные. Это большой-большой плюс, так как чем меньше красителя съедят наши клиенты,
тем будут они здоровее. Все, последняя розочка. Так, а где моего нового? Нету здесь розового? Нету. Когда красителя уже почти нет, можно легко совсем поворачивать краситель вниз кончиком, он не будет плеваться. Но если у вас краситель полный, то если вы вот так повернете, как я сейчас это делаю, то вашему цветочку хана, ваш краситель некрасиво пятнами плюнет на ваш цветок. Вот в этом тюбике у меня натуральный краситель. Я давным-давно покупала в фирме, которой уже, к сожалению, нет. Это порошок куркумы. Он полностью натуральный. У него цвет такой желтый-желтый, как у желточка. Все, наши розочки готовы. Я вам сейчас их покажу. Вот такие вот они яркие. Видите, какие разные у них серединки. Вот серединочка с завиточком, который мы крутили завиток. А эти серединки мы набирали из нескольких лепесточков. Все получились очень нарядные. Видите, какие они все? Шикарные просто. Рецепт будет в рекламном посте. Сейчас я почитаю ваши комментарии. А будет видео, как делаете лилии. Да, у меня на курсе, конечно же, есть видео. Приходите учиться и научитесь делать лилии. В общем, посмотрели мы на розочки. Сейчас мы розочку упакуем одну в коробочку. Естественно, когда наша роза будет готова, она стабилизируется, мы снимем бумажку. Сейчас, пока она чисто для демонстрации, просто я эту розочку положу в коробочку, закрою крышечкой. Очень аккуратно, чтобы ее не повредить. Вот, посмотрите, какая красотища. Тоже жутко отсвечивающая. И можно взять ленточку. Жалко, что у меня нет такой прям розовой-розовой. Сразу завязывать бантик, иначе я потом ее не развяжу просто. И вот такая вот шикарная розочка у нас получается. Прекрасный подарок учителю, прекрасный подарок вашему клиенту, который сделал хороший большой заказ. Прекрасный да, демонстрационный, да, как бы вариант, когда вы приходите, допустим, договариваться о реализации ваших букетов в какую-нибудь кондитерскую, вы вот таких цветов тоже ставите на прилавок, их быстрее всего, удачнее всего разберут. И либо просто кому-то идете к стоматологу,
Вешаете бирочку, конечно же, с вашим электронным адресом, либо там страничкой в Инстаграм, телефоном и прочим. Берете, идете куда-то к стоматологу, к мастеру маникюра, любое место, где есть люди, да, к кому-то вы обращаетесь, что-то покупаете, берете с собой вот такую коробочку и дарите человеку. Вполне возможно, вы приобретете благодарного клиента, который в следующий раз уже за денежку у вас закажет такой шикарный какой-нибудь вот такой вот букет, например. Ну что ж, друзья, большое спасибо за то, что смотрели мой эфир. Я вас очень сильно всех люблю. Сколько может стоить такой десерт, спрашивают девочки. Замечательная идея для презента, конечно. Спасибо, нашла свою ошибку при изготовлении розы. Для этого, собственно говоря, я здесь и сижу с вами. Смотрите, вот эта коробочка стоит 60 рублей. У нас получилось бы, если бы я не запорола одну розу, 1, 2, 3, 4, 5, 6 роз. Давайте посчитаем. Просто 120 рублей джем Махеев магазинный. Я не буду считать, давайте по максимуму посчитаем. Я не буду считать варенье домашнее. Джем Махеев, там 300 грамм, как раз это на большой замес. У вас с одного замеса получится 3 розочки, таких больших. Потому что будет в рекламном посте рецепт наполовину. У меня большой, значит, 300 граммов это проблендерили, протерли, там у вас как раз получится 250. 50 граммов белка, допустим, 2 яйца сорта О, значит, сорта 1. 120 граммов джем, 120 рублей джем. Яйца сорта 1, ну, допустим, по 60 рублей. То есть 12 рублей у нас 2 яйца. Это будет 132 рубля. Дальше 8 граммов агара. Агар у нас стоит, округляем, 3000 рублей за килограмм. То есть получается у нас 24 рубля агар. Агар 24 рубля. Это еще плюс, значит, 120 плюс 12, 132, плюс 24, 156 рублей. 156 это яйца, агар и джем. Сахара мы положили 250 граммов. Это 1/4 часть килограмма. Он стоит сейчас 70, допустим. 17,50. Округляем до 20. То есть 176. Еще раз округляем до 200. То есть замес у нас 200 рублей. С 200-рублевого замеса у нас получилось 6 роз. Это, 200 на 6 разделите, сколько будет? Напишите, сколько будет. 200 на 6. Я не знаю, я не могу считать. 30 с чем-то, 33 рубля. То есть роза 33 рубля. Коробочка 60, это 90. Лента 70 рублей, ну где-то кто-то по 120 берет. Здесь сколько? 25 метров. Ой, у меня крыша сейчас поедет. Ну, короче, себестоимость 100 рублей вместе с коробочкой. Но мы не считаем коммуналку, мы не считаем амортизацию техники. Мы не считаем красители, кстати, тоже не считаем. Короче, округляем до 150 рублей, чтобы все это посчитать. То есть роза себестоимость 150. И x3, то есть умножаем на 3 минимум. Получается у нас 450 рублей коробка. Ну, это по максимуму. То есть мы взяли все цены по максимуму и очень сильно их округлили. Можно удешевить. Считайте для себя сами. Ну вот у меня такая розочка стоит 500.
Как-то так. Все, всех люблю, целую. Розу посчитали. 35. Вот, я говорила, свет, вода и бла-бла-бла. То есть все округлили до энной суммы. Все, девчонки, вот. Лента в магазине стоит 10 рублей метр, но это чудовищная цена. Ищите оптом, мелким оптом, вот через интернет заказывайте. Зачем? Они стоят вот эти, я покупаю по 70 рублей, вот эти ленты. Это 2,5 сантиметра атласные. Все, девчонки, я безумно устала после своей грибалки, на которой мы ничего не нагребали. Вот, до новых встреч, увидимся на новых эфирах. Всех берут за 500, да, конечно, вот у меня сейчас заказ за 500 рублей розы. Мне надо сделать 2 огромных коробки, короче, я не знаю сколько штук. Даже страшно подумать, там все цветы всякие разные будут. Берут. Главное, чтобы вы умели себя преподнести. И вот на курсе на своем, помимо того, чтобы я помимо того, что я учу делать вот такие вот шикарные розы, да, и не только, у меня розы, там 4 или 5 видов роз, у меня 4 вида ромашки, вот такие вот розы. Я учу еще их грамотно преподносить, во-первых, показывать клиенту, да, красиво фотографировать, я сама учусь этому сейчас. И понимать ценообразование, понимать, где можно сделать дешевле, где можно сделать дороже. И чтобы человек понимал, который к вам приходит, ценность продукта. То есть ценность того, что полностью натуральный продукт, без всякой химии, даже красители полностью натуральные. Это тоже дорогого стоит. Поэтому делайте выводы. Все, девчонки, люблю, целую. Всем пока. До новых встреч.